Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я вас приглашаю на подкаст. Разговор сегодня будет, конечно же, про секонд-хенд. Поделюсь своими секретами правильного выбора вязаной одежды из секонд-хенда. И, конечно же, давайте обсудим эту тему в комментариях. Тема возникла благодаря вам, мои дорогие друзья. Получила комментарии о том, что не стоит покупать одежду из секонда, лучше иметь одни брюки, одну блузу и постоянно перевязывать какой-то старый свой джемпер. Но, в общем-то, с этим я, конечно же, не согласна. Я люблю много одежды, качественной, классной, брендовой. И, кстати, вчера только были в секонде, и я нашла блузу от Карла Лагерфельда. И это просто невероятный бренд, это невероятный дом моды, это король моды. И вот эта уникальная вещица досталась мне всего за $2. Вы представляете, какая была у меня радость. И я бы никогда в жизни не смогла себе позволить купить брендовую вещь вот такого уровня. Это не просто какой-то известный дом моды, а это действительно имя, которое звучало, звучит и будет звучать на протяжении еще многих лет. В общем, подробно, конечно, я вам покажу вот в прошлом видео, посмотрите. Ну а сегодня давайте обсудим тему, которая затрагивала и затрагивает, я думаю, многих женщин. Кто со мной согласен, не согласен, дайте мне знать, мне это будет тоже очень интересно знать. Конечно, выбор одежды вязаной в секонд-хенде, она специфическая. И, конечно, нужно знать такие нюансы и тонкости, которые помогут вам это правильно сделать. Я расскажу свой опыт, поделюсь своим опытом, своими знаниями и надеюсь, что они вам пригодятся. Конечно, когда я вам рассказывала, что я в 15-16 лет мы с подружкой хотели быть очень модными, мы были модными. И даже в то время я начала обращать внимание на вязаные трикотажные вещи. Ошибок было много, и тоже про них вам расскажу, и надеюсь, что вы их избежите. Нельзя было купить в 80-х годах качественную пряжу, а бабушка моя, и я думаю, ваши бабушки тоже всегда вязали носочки, шапочки, шарфики, кто-то паутинки вязал, кто-то джемпера вязал. В общем, рукодельные бабушки старались нас тоже, детей, в то время как-то одеть, не только утеплить, но и украсить, чтобы это все было красиво, как говорится. Во-первых, это красиво должно быть. Но так как пряжи не было, перевязывали. Я помню, что распускали какие-то вязаные вещи, которые, возможно, вышли из моды, либо просто пришли в негодность, местами потерты стали. И я помню, что через кипящий чайник, через пар выправляли вот эту вот нитку, потому что в процессе вязки и там многократных стирок сама нитка, она деформируется, и чтобы ее выровнять, вот через пар продевали. Я помню, тоже сидела с клубочками, бабушка распускала, я вот около чайника вот этот клубочек сматывала, чтобы нитка была ровная, и чтобы в дальнейшем изделие было не корявым, а именно ровненьким и очень гладко связанным. И, конечно же, в то время я тоже вязала, и был у меня период, но это вот был период 88-е, 90-е, когда также не было одежды, как раз в это время у меня родился ребенок, доченька моя, и, конечно, хотелось быть, ее украшать, так как эта девочка, я вязала очень много, конечно, сначала на ребеночка связать, это просто одно удовольствие, да, конечно же, когда ребенок вырастал, это все распускалось, комбинировалось с какими-то другими пряжами, оттенками, это все было узорное и все такое. Как раз вот в тот период появились, помните, может быть, джемпера, они как турецкие джемпера с какими-то узорами, орнаментами, да, но они были однотипные. То есть это была машинная вязка, а я умудрялась это делать вручную, вот этот же узор, и это была, конечно, уникальная вещь, но много времени занимающая, и, конечно же,
зрение. Зрение в тот момент я, конечно, потеряла много, сидя за вот этим вот вязанием. Но, конечно, выход был, конечно, это, конечно, секонд-хенд, это были комиссионки, и это было наше спасение тогда. Мы делали походы в секонды именно за пряжей. Мы покупали пряжу в секонде, а именно пряжу в изделии. И первые, скажем, трудности, с которыми я сталкивалась, купив однажды джемпер большого размера, классные расцветки, шерсть, по-моему, была там, ну и качественная пряжа была. Я, конечно же, пришла домой, я распорола вот эти вот швы боковые, да, я распорола пройму у рукавов и была в ужасе от того, что пряжа, это было, ну, как бы технология была изготовления этого джемпера такова, что вязалось цельное большое полотно, там, может быть, там 3 на 3 метра, я не знаю. Затем выкраивалось это полотно и затем сшивалось. То есть нитка была срезана. Мне приходилось, то есть распустила один рядочек, нитка закончилась. Следующий рядочек, нитка закончилась. В общем, конечно, я не выбросила, конечно, все пошло в дело, но это было все с узелочками. Ну, есть еще вот вязальщица, да, кто вяжет постоянно, не связывать узелочки, да, а именно скручивать так, чтобы немножко зазор был. Ну, кто вяжет, меня понимает, не узелочек, чтобы был, а именно вот нахлест в нахлест. Но это тоже, как говорится, чревато тем, что если вы несколько раз подобную вещь постираете и будете ее как-то хорошо раскладывать и просушивать, то вот этот зазор, он постепенно будет выскакивать, то есть тоже вещь приходит в негодность. Это не тот вариант, так что, мои дорогие, если вы покупаете именно для того, чтобы распустить какую-то вещь, которая вам понравилась, пряжа, она там отличного качества, все такой цвет вам понравился, ну, про цвет тоже поговорим попозже, тоже вам секреты раскрою. Обращайте внимание, чтобы не было срезов на боковых швах, то есть нитка, чтобы была вот не прерывная и не без срезов. Вот это первое правило. Второе, это обращайте внимание, конечно же, на пройму, чтобы пройма была выполнена тоже так же, потому что часто встречается так, что передняя полочка, задняя полочка связаны прям как нам надо, а пройма почему-то вырезалась. Вот тоже такое. Смотрите, чтобы полочка, горловина и боковые швы не были срезаны, а были связаны именно вот таким образом. Но вот эта технология встречается редко, когда изделие выполнено машинным способом. Редко машинная вязка вот таким образом. Если вручную, то шансы, как говорится, есть. Следующее, на что обращайте внимание, это на то, чтобы полочка тоже была не срезанная. Так тоже бывает, что здесь все нормально, начинаешь вспарывать полочку, да, и оказывается, что полочка-то срезана. Поэтому обращайте внимание, но это касается изделий, где есть пуговицы по центру, вот тоже обращайте на это внимание. Мои дорогие, следующее, на что нужно обращать внимание, это, конечно, на потертости. Ну, как правило, это может быть локти, это может быть подмышками. Смотрите так, чтобы состояние вязаной вещи было все-таки хорошим, потому что те места, где сама пряжа потерта, естественно, нитка будет тонкая, и, естественно, вам нужно будет кусок вот этот вот некачественной пряжи вырезать. Это, опять-таки, либо узелочек, либо это вот скручивание. Тоже хорошего в этом ничего нет. Вот так правильно, как выбрать. Я из своего опыта тоже скажу, буквально вот последний свой поход в секонд, когда я была в России, но я купила кофту, она была белая, я купила ее на перевязку. Это сколько лет, 10 назад, наверное, было. Купила ее на перевязку, мне нужна была качественная шерсть в сочетании с мохером, белого цвета, и нитка должна быть объемная, не тонкая. Я купила этот джемпер, принесла домой, и я ахнула. У меня просто рука не поднялась распускать этот джемпер. Кстати, у меня несколько видео в этом есть.
джемпере. Я даже его сюда, в Америку, эту кофту привезла, и много лет ее тут носила, пока там что-то не заляпало, не закапало, так что отстирать не было возможности. Вот, поэтому не поднялась рука мне ее распустить, потому что связана она была вручную, хотя я так думаю, что есть вязальщицы, кто шьет на заказы. Моя вам респект и уважуха, это труд неимоверный, это не просто умение, это не просто усердие, это в принципе это ваше здоровье, вы тратите свое зрение и время, и все вот это вот, конечно, это еще нужно уметь, да. Поэтому не распустила. Были рисунок по передней полочке, кофта расстегивалась, белая, просто невероятно оверсайз размера. В общем, носила ее долгое время. Так что, и по поводу оттенков, да, я из своего опыта тоже скажу, обращайте внимание, ну сейчас, конечно, можно не заморачиваться по поводу окрашивания шерсти, окрашивания какой-то пряжи, но тогда вот для нас это была проблема. Помню, в магазине, как говорится, выбросили, помните, как из служебного романа, вот батнички выбросили, вот как-то выбросили у нас в магазине джемпера одинаковые, но их было много, мы с девчонками, конечно, пошли сразу, у нас сигнал был, у меня соседка работала в этом магазине, она нам сигнализировала, звонила и говорила, что привезли сейчас вот в продаже, например, вот джемпера такие там, или еще что-то такое необычное, чего вот прям не было. То же самое мы покупали парфюмы, тоже скажу, не нюхая, не глядя, просто мешок парфюма покупался и потом как-то распределялся кому-то на подарки, кому-то маме, бабушке, себе, там, сестрам двоюродным. В общем, все это на подарки разбиралось, конечно, себе что-то оставлялось. Так вот, мы с подругами пошли и забрали, по-моему, мы 5, таких вот модниц мы соперничали, да, как вот Элочка в 12 стульях. Мы забрали эти джемпера, но выйти в одинаковых джемперах, это на тот момент даже было не камильфо. Вот, кстати, вот эта подписчица мне написала, что ничего страшного, если у кого-то такая же блуза, как и у меня, и мы в одинаковых блузах, и ничего страшного. Ну, кому как. Для меня это страшно. И я по себе скажу, если я купила в магазине какую-то блузу, прям вот ширпотреб, да, и кого-то увидела в такой же блузе, я ее никогда больше не надену. Я ее либо перешью, перекрою, она будет другого кроя, либо поменяю всю фурнитуру полностью, либо просто кому-то отдам, подарю, но надевать больше я такую вещь не буду. Вот у меня вот такой пунктик. У кого такой пунктик есть, тоже, пожалуйста, напишите. Просто не хочется быть как все, хочется быть индивидуальной. И вот это желание, не то что выделяться из толпы, а желание просто индивидуального проявления, как бы, тем более вот в подростковом возрасте, оно у меня было всегда, ну и сейчас, в принципе, тоже сохранилось. Так что мы сделали с этими джемперами? Мы тут же пошли в хозяйственный магазин, купили красители для шерсти, разные красители для шерсти. Как сейчас помню, сам джемпер был такого цвета, как вот цвет моли. Вот он не имел цвета. Это даже не бежевый, это не персиковый, не песочный. Нет, это нитка дешевая, которая не имела цвета. Там какая-то часть шерсти была, она не полный прям акрил, потому что окрасилась прям классно. Мы посмотрели по составу, там шерсть была, но она вот как раз вот цвета такого, цвета шерсти. Вот кто, возможно, носочки, носки из натуральной шерсти белые вязал, они вот не белые, не чисто белые, они даже не молочные, не какие-то, не песочные, а именно вот цвет натуральной шерсти никакой, в общем. Мы купили таблетки, продавались для окрашивания шерсти разных цветов. Вот. Я, значит, себе выбрала голубой, синий такой, подружка была в зеленую таблетку, кто-то купил желтую таблетку, яркую, лимонную, кто-то купил бордовую, прям таблетка была, бордовый джемпер, помню, у моей подруги был прям шикардосный джемперочек. И, в общем-то, мы вот
пришли домой, каждый потом, конечно, поделились своими результатами. Я окрасила свой джемпер в такой ярко-небесный, прям вот голубой, красивый цвет у меня получился, ровненький. Технология окрашивания нам была всем известна, конечно. Сначала окрашивание, кипячение, затем закрепление уксусом обязательно, ополаскивание прохладной водой. И, в общем-то, все было здорово. И, конечно, все удивлялись, как мы могли купить разные джемпера. Вроде, ну, там классический фасон под горлышко, вязка, рукав обычный, прямой, как бы вязка обычная прямая, какой-то рисунок, косы какие-то, что-то такое. Связано было как бы просто, но вот за счет цвета мы вот выделились и не были одинаковыми. Вот еще, ну, у кого, как я уже сказала, я, например, не люблю стандартные вещи. У меня такой тоже пунктик есть. Мы тоже с мужем часто ездим в магазины, в какие-то бутики, даже крупные, все такое. И там и Puma, и различные бренды, Nike, все. Но когда я вижу на вешалке несколько одинаковых вещиц, меня это прям вот прям вообще, мне пропадает желание что-то там покупать, и я не хочу иметь одну из тех, которые там вот висят. Именно интерес мой заключается в поиске индивидуальных неповторимых вещей. И 100% такой вещи вы не встретите никогда никого на своем пути, это точно. Это связано уже с тем выводом, который я сделала в связи с тем, что на протяжении многих лет я посещаю секонды, какие-то вещи я переделываю, перевязываю, и вы всегда будете выглядеть неповторимо, индивидуально. И у кого есть вот это желание не то что выделиться, а именно проявить свою индивидуальность, не быть как там кто-то, а проявить именно свою вот эту вот не только характер, но и свою эстетическую жилку, свое эстетическое восприятие, как вы это видите. Поэтому тоже давайте обсудим в комментариях тему моды. Я считаю, что на первом месте, конечно, ваш индивидуальный стиль, и уже потом мода. Мода – это вещь такая капризная. Сегодня модно, через день это не модно. Но если вы нашли свой стиль, если вы нашли свою индивидуальную жилку, свой индивидуальный вот такой лучик, да, то вы всегда будете в моде. И надо все-таки, я еще в те свои молодые годы, юношеские, когда вот этот максимализм был юношеский, я себя ловила на том, что надо не быть вот в моде, а надо идти немножко перед модой, впереди, потому что люди делают моду. И тоже я уже рассказывала несколько раз про это. Какую-то вещь ты переделал, что-то добавил, что-то убрал, какую-то прическу сделал постельную, ну, в стиле этой одежды, или обувь подобрал, что-то в стиле. Через какое-то время смотришь, все твои уже подруги, знакомые, приятельницы начинают делать то же самое. Хотя ты был первопроходцем, и уже то, что сейчас носит, ты уже не надеваешь, а что-то идешь дальше, ты уже шагнул вперед, и уже, как говорится, за тобой вереница твоих приятельниц уже идет. На это относится также и к стилю. Если вы нашли свой правильный, гармоничный с вашим внутренним состоянием, с вашим характером, с вашим образом жизни, и это когда все вошло в одно, и если вы свой стиль несете, создали, то, конечно, вам кто-то обязательно будет следовать, копировать, повторять, но это уже, как говорится, другая история. Мои дорогие, давайте поделимся в комментариях своими впечатлениями, обсудим эту тему. Кому темы подкастов интересны и приятно слушать, общаться со мной, делиться комментариями, тоже обязательно напишите свое мнение, впечатление. Мне это очень важно. И, конечно, я с любовью и уважением отношусь к вам, мои дорогие зрители. И, конечно, стараюсь дать вам свои знания, свою энергию, свой позитив и какие-то свои мысли и идеи. Надеюсь, вам тоже пригодятся. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.